Добрый день! Сегодня мы с вами научимся вязать узор колоски из длинных петель. Для этого узора потребуется набрать количество петель кратное 6, плюс 3 и плюс 2 кромочные. Ширина раппорта составляет 6 петель. В высоту мы будем повторять с 5 по 8 ряд. С лицевой стороны узор выглядит так. А по изнаночной вот такой вот рисунок. Приступаем к выполнению. Для образца мы набрали 17 петель. Из них первая и последняя это кромочные петли, а 15 петель это петли нашего узора. Кромочную петлю снимаем, не провязывая. Далее будем вязать следующим образом. 3 изнаночных, 3 лицевых, 3 изнаночных, 3 лицевых с чередованием до конца ряда. Приступаем. Рабочая нить перед работой и провязываем первых 3 изнаночных, вторая и третья. Далее провязываем 3 лицевых. Первая, вторая, третья. Снова 3 изнаночных. И 3 лицевых. И заканчиваем ряд. Получается у нас 3 изнаночных, и в конце ряда кромочную мы провязываем изнаночной петлей. Первый ряд мы выполнили, работу переворачиваем. Второй, третий и четвертый ряды мы будем выполнять по рисунку. Во втором ряду кромочную петлю мы снимаем. По рисунку это значит, над лицевыми петлями мы вяжем лицевые, а над изнаночными изнаночные. Провязываем 3 лицевых. Далее по рисунку у нас 3 изнаночных. Провязываем 3 изнаночных. Снова у нас по рисунку 3 лицевых. Провязываем. Далее 3 изнаночных. И заканчиваем 3 лицевых. Кромочную в конце ряда мы выполняем изнаночной петлей. Второй ряд закончили. Работу повернули. Точно так же по рисунку выполняем третий и четвертый ряд. Над изнаночными мы выполняем 3 изнаночных, над лицевыми 3 лицевых. Мы заканчиваем вязание четвертого ряда. Сейчас по рисунку выполняем 3 изнаночных, провязали. Далее по рисунку 3 лицевых, провязали. Кромочную в конце ряда выполняем изнаночной. Закончили вязание 4 рядов, работу повернули. Кромочную петлю в начале ряда мы снимаем, не провязывая. Далее вяжем по рисунку 3 изнаночных. Рабочую нить переносим перед работой и выполняем 3 изнаночных. Провязали. Сейчас у нас 3 лицевых петли. В среднюю петлю, вкалываясь ниже в первый ряд узора, будем выполнять длинную петлю.
Посмотрим, как правильно отсчитать. Петля, которая на спице, это петля 5-го ряда. Под ней 4-й ряд, ниже 3-й, 2-й и 1-й ряд узора. В центральную из 3 лицевых петель мы заводим правую спицу. Вот так. Захватываем рабочую нить и вытягиваем на лицевую сторону длинную петлю. Петля должна быть равна высоте вязаного полотна. Выполнили длинную петлю. Теперь мы должны провязать 3 лицевых по рисунку. Провязываем 1-ю, 2-ю и 3-ю. И снова мы должны сделать длинную петлю. Для этого правую спицу заводим в то же место, выводим ее на изнаночную сторону, захватываем рабочую нить и вытягиваем длинную петлю. Петелечки должны быть одинакового размера. Далее мы вяжем по рисунку. По рисунку у нас 3 изнаночных. Провязываем 1-я, 2-я, 3-я. И повторяем наш прием. Опускаемся в 1-й ряд узора. Петля 5-го ряда, 4-й, 3-й, 2-й и 1-й ряд. Правой спицей заходим насквозь полотна, захватываем рабочую ниточку и вытягиваем длинную петлю. Вытянули. Далее по рисунку 3 лицевых. Мы их провязываем. И снова выполняем длинную петлю. Заводим правую спицу туда же, захватываем рабочую нить и вытягиваем. Проверяем, чтобы петельки были одинаковой высоты. И довязываем ряд до конца. 3 изнаночных. Кромочную в конце ряда выполняем изнаночной. Мы провязали 5-й ряд. Работу переворачиваем. Кромочную петлю снимаем. Далее мы вяжем 3 лицевых. Сейчас у нас на спице первая это длинная петля. Ее мы снимаем не провязывая, при этом нить находится перед работой. Переносим ниточку перед работой. Захватываем правой спицей нашу длинную петлю и переснимаем. Далее мы провязываем по рисунку 3 изнаночных. 1-я, 2-я, 3-я. Следующая у нас длинная петля. Ее также переснимаем, нить перед работой. Перенесли ниточку перед работой. Подхватили правой спицей длинную петлю и пересняли. Далее по рисунку 3 лицевых. Провязываем. Провязали и повторяем. Рабочую нить переносим перед работой. Захватываем нашу длинную петлю и переносим ее с левой спицы на правую. Далее провязываем 3 изнаночных. Снова длинную петлю мы переснимаем, не провязывая, ниточка перед работой. И заканчиваем ряд, провязываем 3 лицевых. Кромочную в конце ряда выполняем изнаночной. Выполнили 6-й ряд, работу повернули. Кромочную в начале ряда мы снимаем, не провязывая. Дальше вяжем 3 изнаночных. 1-я, 2-я, 3-я. И теперь длинную петлю и петлю, которая находится за ней, лицевая, мы должны провязать вместе лицевой. Но чтобы петли не получились скрещенными, мы меняем положение петель. То есть у нас сейчас 1-я длинная петля, 2-я лицевая. Мы переносим на левую
с левой спицы на правую, затем левой спицей подхватываем длинную петлю и перед ней одеваем вторую нашу лицевую петлю. Лицевая стала первой, длинная второй. И теперь лицевую и длинную петлю провязываем вместе лицевой за переднюю стенку. Захватили передние стенки наших петель и провязали вместе лицевой. Вот таким образом. Центральную петлю мы провязываем лицевой. Следующую лицевую и длинную петлю мы провязываем вместе лицевой за переднюю стенку. Захватываем переднюю стенку двух петель и провязываем лицевой. Провязали. Получилось вот такое красивое полотно. Далее по рисунку 3 изнаночных. Мы провязали и выполняем точно так же, как в первый раз. Меняем местами длинную петлю с первой лицевой. Для этого переодеваем сначала длинную петлю, затем набрасываем лицевую, заводим правую спицу за переднюю стенку и провязываем 2 вместе лицевой. Центральную петлю провязываем лицевой и следующую лицевую и длинную провязываем лицевой за переднюю стенку. Провязали. И заканчиваем ряд. У нас получается провязать 3 изнаночных. Кромочную в конце ряда выполняем изнаночной. Работу поворачиваем. 8-й ряд мы вяжем по рисунку. Кромочную снимаем. По рисунку 3 лицевых провязываем. 1, 2, 3. Далее 3 изнаночных. Провязали. Снова 3 лицевых. И по рисунку 3 изнаночных. Заканчиваем ряд 3 лицевых. Кромочную в конце выполняем изнаночной. Поворачиваем работу на лицевую сторону. И мы с вами выполнили 2 раппорта нашего узора. 1 и 2 раппорт. И выполнили в высоту 1 раппорт. Далее продолжаем повторение с 5 по 8 ряд. То есть сейчас будет 9, его вяжем как 5, 10 как 6 и так далее. Необходимое количество рядов. Сегодня мы с вами научились вязать такой замечательный узор, как колоски из длинных или колоски из вытянутых петель. Я напомню, что количество петель для данного образца мы набирали кратное 6 плюс 3 и плюс 2 кромочных. Раппорт в ширину это 6 петель. В высоту мы повторяем с 5 по 8 ряд. С лицевой стороны полотно выглядит таким образом. Так по изнанке. Я желаю вам творческих успехов!